Ну что, давайте продолжим про черенки. Итак, наукореняли вы во второй половине лета, в начале осени всяких разных растений, черенков этих растений. Что с ними делать дальше? А дальше у нас впереди зима, похолодание. Вот что с ними делать? Вопрос, в общем-то, довольно закономерный, хотя не настолько сложный. И если подумать немножко, если попытаться разобраться в самом растении, что ему нужно, ответить на него, в общем-то, довольно легко. В принципе, нужно учитывать два фактора. Первый фактор – это культура, которую вы укореняли, и второй фактор – это тот регион. Ну, если у нас впереди зима, значит, имеется в виду, насколько сильные в вашем регионе морозы. Ну вот давайте для примера. Вот виноград. Черенки винограда укоренились, зеленые листочки пока еще стоят. Корни уже хорошие, я смотрел, что с ними делать. Я у себя в Запорожье, я буду говорить про себя. Я у себя в Запорожье вот такие укорененные черенки во второй половине лета смело высаживаю в открытый грунт. Но обязательно с последующим утеплением, когда уже начнутся первые морозы настоящие, не заморозки, а именно морозы. Я об этом снимал видео, как я это делаю. Я сажаю вот такой саженец маленький в ямку, сверху ставлю обрезанную пластиковую бутылку и потом засыпаю все это дело землей. Вот в таком укрытии виноград, во всяком случае, в условиях Запорожья великолепно зимует, без потерь, и проверено это уже много-много раз. В принципе, вот так же можно поступить и с другими растениями. Ну вот, скажем, будлея, да, я вам показывал черенки будлея укорененные. В принципе, довольно морозостойкое растение, для Украины совершенно подходящее. Можно тоже его высадить, поставить сверху бутылку или ведро какое-то и засыпать листвой, например, или землей толстым слоем, сантиметров 5, не меньше. И она отлично перезимует. Но всегда есть риск того, что морозы будут очень сильными. Всегда страшно. Но мы столько времени потратили, укореняя вот эти вот маленькие череночки, и жалко будет их просто так потерять. Поэтому, конечно, вариант, который дает стопроцентную гарантию, это вот эти вот контейнеры поместить на зимовку в подвал. Хотя, собственно говоря, стопроцентной гарантии здесь нет. Потому что здесь в дело может вступить не мороз, а ваша безалаберность. Потому что зимовка вот таких контейнерных растений, особенно маленьких, в подвале потребует от вас определенных забот. Нужна будет определенная температура, ну, условно говоря, от 0 градусов до плюс 10 градусов. Лучше от 0 до плюс 5, плюс 6 градусов. Я когда-то снимал об этом видео, ссылку оставлю в описании. Там я подробно объясняю, что нужно для того, чтобы контейнерные культуры перезимовали. Под словом подвал я понимаю любое помещение, где есть вот именно такие температурные условия, где вот эти вот контейнеры не будут промерзать, то есть температура не будет опускаться ниже 0, но и будут в состоянии покоя, будут спать, то есть температура не будет выше где-то, ну, плюс 7 градусов. Вот это оптимально для них, но их нужно будет периодически поливать. В общем, переходите по ссылке, смотрите, я там подробно все рассказывал и объяснял. В принципе, вот я думаю, с такими растениями проблем не должно быть, которые обычны для нашего региона. А вот растения, которые не совсем обычны для нашего региона, давайте с ними тоже разберемся. Ну, я в данном случае имею в виду розмарин, вот череночки розмарина укорененные. И давайте сюда же присоединим лаванду. Чем-то эти растения похожи, хотя, конечно, существенно отличаются. Что нам нужно знать? Что эти растения, и розмарин, и лаванда, они средиземноморские. Что такое средиземноморский климат? Это зимы, когда, в принципе, сильных морозов не бывает. Редко, когда температура чуть-чуть может опуститься ниже 0 градусов. Ну, примерно как у нас в Украине, это Крым, южный берег Крыма, вернее так, более точно. Вот нам и нужно создать для них примерно такие условия. Я всегда говорю, думайте о растении, что оно хочет. Так вот, нам нужно для них создать такие же примерно условия. В принципе, можно было бы их разместить в подвале, но многие хотят, скажем, розмарин, тот же самый, да и лаванду, из-за их аромата, очень такого интересного, хотят выращивать их на подоконнике в доме. Можно ли это делать? Можно. Вот смотрите, если вы сможете найти у себя дома подоконник с низкой температурой, но положительной, и этот подоконник должен хорошо освещаться дневным светом, то, в принципе, это подойдет. Но если вы хотите выращивать его в комнате, которая отапливается, тут могут быть определенные сложности. Вот я наблюдал у дочки розмарин. Он рос у нее зимой при температуре плюс 25 градусов. Ну, у нее топят хорошо достаточно в квартире. И несмотря на то, что он стоял на подоконнике, это было, в общем-то, довольно жалкое зрелище. Потому что и лаванда, и розмарин очень любят свет.
И имейте в виду, есть очень четкая связь. Чем выше температура, тем в процессы жизнедеятельности в этих растениях идут интенсивнее, соответственно, тем больше им нужно света. Вот если вы будете их держать при низкой температуре, то и света им понадобится по минимуму. Они будут как бы спать или работать, но не настолько эффективно, не настолько энергично. А вот при высокой температуре, ну я говорю, выше 20 градусов, 25, например, им нужно будет очень много света. Зимой дни короткие, потребуется подсветка. Ну, в общем, придется, скажем так, заморачиваться. Поэтому подумайте, как обеспечить зимовку тому же розмарину или той же лаванде у вас в квартире. Я считаю, оптимальный вариант, но это я так считаю, это застекленная лоджия. Причем следите за температурой. Если температура там опускается ниже 0 градусов, вполне возможно, эта лоджия не подойдет. Положите градусник и следите за температурой. Если видите, что идет похолодание сильное с морозами, заносите в комнату. Ничего страшного. Ну вот, если вкратце, то приблизительно вот так нужно поступать с укорененными черенками. Понимаете, ни один блогер не даст вам 100% работающего рецепта. Знаете почему? Потому что блогер совершенно не знает вашего региона, он живет в другом. Потому что блогер никогда в жизни не был на вашем участке. И потому что ни один человек не может знать, какая в этом году будет зима. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Как я сказал, постарайтесь представить, что нужно растению. Постарайтесь стать этим растением на какое-то время, чтобы понять, что ему нужно. Думайте, в общем, головой. И тогда у вас все получится. Даже отрицательный опыт, ну погибнет у вас растение, поплачете над ним денечек, а потом начнете заново все. Даже отрицательный опыт, вот такой, потеряли вы растение, на самом деле он полезен, потому что вы приобрели именно опыт. И уже в следующем году, может быть, вы все сделаете правильно и все у вас получится. Всего доброго.